Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе будем вязать пинетки на размер подошвы 12,5 сантиметров. Подошва может меняться в зависимости от того, как вы вяжете. Она может быть на размер больше либо меньше. Подошву я уже связала. В этом мастер-классе вязать вместе с вами подошву я не буду. В принципе, я ее вязала так, как вяжу все свои подошвы. Только единственное, добавила еще один ряд. Набирала 22 воздушные петли и дальше вязала вот по этой схеме. В принципе, я думаю, здесь все понятно. Если будут какие-то вопросы, то пишите комментарии, отвечу. Ну а теперь ставьте на паузу видео или делайте скриншот и вяжите подошву самостоятельно, а дальше мы уже с вами встретимся. Довязали подошву, отрезали нить. Дальше мы начнем выполнять подъем от подошвы к основанию. Берем другой цвет нити, вы берите на свой вкус, любой цвет нити подойдет. Так, начинаю вязать я от центра пяточки. И будем вязать мы за одну дальнюю стенку петли. Вот за одну стеночку протягиваем петлю, набираем 2 воздушные петли. И дальше будем вязать столбики без накида, только за одну дальнюю стенку петли. Таким образом выполняется красивый переход от подошвы к основанию. Опять же повторюсь, вяжем не за всю петлю, а только за одну дальнюю стенку петли. Так, как показано на видео. Кончик нити, который у нас остался от начала вязания, мы также прячем по ходу вязания столбиков без накида. И да, я забыла сказать, что по кругу подошвы у нас получилось 86 петель. То есть сейчас мы вяжем 85 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли, которые мы набирали в начале, они считаются еще за один столбик без накида. И всего получается 86 столбиков. И здесь впереди мы видим кончик нити, который у нас остался от вязания подошвы. Этот кончик нити мы также прячем по ходу вязания внутрь в столбики без накида. И давайте сейчас мы провяжем этот ряд самостоятельно до конца, и дальше мы уже с вами встретимся. Довязали до конца ряда. Здесь мы вяжем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Дальше будем вязать второй ряд. Набираем 2 воздушные петли и начинаем вязать также столбики без накида. И во втором ряду у нас должно получиться столько же столбиков без накида, как и в первом. И сейчас давайте мы самостоятельно провяжем второй ряд столбиками без накида, третий ряд и четвертый. И потом уже мы с вами будем вязать дальше. Здесь, я думаю, уже ничего сложного нету, просто вяжем столбики без накида. И всего у нас получится 4 ряда столбиками без накида. Это от подошвы. Давайте вязать самостоятельно. Итак, я довязала 4-й ряд и отрезала нить. И вот такой вот бортик от подошвы у нас должен получиться. Дальше нам нужно будет связать очень красивую обвязку. Обвязка эта вяжется очень просто, также столбиками без накида. Начинать мы будем от того места, где мы закончили вязание, на пяточке. И здесь такой нюанс, что мы будем вязать в петли не 4-го ряда, не вот эти петли, а будем вязать столбики без накида в петли 3-го ряда. Вот. И эту обвязку мы будем вязать с изнаночной стороны. Протягиваем петлю на изнаночную сторону. Кончик нити, который у нас остался, перекидываем на изнаночную сторону, вот сюда. И дальше мы набираем 2 воздушные петли. Одна и вторая. Дальше смотрите, подтягиваем и вяжем столбик без накида, пропуская одну петлю. Одну петлю пропускаем и в следующую петлю только не 4-го ряда, а 3-го. Опускаемся ниже и вот сюда мы провязываем столбик без накида. Так. Вяжем. Дальше вяжем одну воздушную петлю, так как мы одну петлю пропускаем. Дальше снова пропускаем одну петлю, спускаемся ниже и вот сюда провязываем столбик без накида.
Дальше снова воздушная петля. И повторяем все те же действия. Вот такая вот красивая обвязка у нас должна получаться. Тоже думаю, здесь ничего сложного, главное понять принцип вязания. Через одну петлю и спускаемся на ряд ниже, вяжем столбик без накида. Дальше воздушная петля и дальше вяжем столбики без накида. Снова воздушная петля и вяжем столбики без накида. Через одну петлю спускаясь на ряд ниже. И давайте сейчас самостоятельно провяжем такую обвязку, и дальше мы с вами уже встретимся. Итак, мы довязали до конца ряда. Не забывайте сделать в конце воздушную петлю. И дальше мы делаем соединительный столбик, воздушную петлю, которую мы набирали в начале ряда. Так, сделали. Еще одну петельку. И вот такая красивая обвязка у нас получилась. Дальше мы будем продолжать вязать этой же нитью. Только уже разворачиваемся на лицевую сторону. Набираем 2 воздушные петли. И мы будем вязать столбики без накида. Столбики без накида будем вязать вот между вот этих вот столбиков. У нас должно получиться по 2 столбика без накида. Сейчас я вам это покажу. Эти столбики без накида мы будем вязать за петли оранжевого цвета. То есть находим полупетельки и за них вяжем столбики без накида. Так. Может, конечно, показаться сложно это сразу, но потом вы поймете, где искать эти полупетли, и у вас вязание пойдет как по маслу. Так, провязали 2 столбика без накида. Дальше вот этот столбик без накида, где мы делали обвязку, пропускаем и между ними вяжем снова за полупетли оранжевого цвета 1 столбик без накида и 2 столбик без накида. И так дальше. И здесь у нас тоже должно получиться 86 столбиков без накида. Это вместе с 2 петлями подъема. И давайте провяжем этот ряд самостоятельно, и потом мы с вами встретимся. Итак, довязали до конца, сделали соединительный столбик во 2 воздушную петлю подъема. И вот эту вот ниточку мы не отрезаем, она нам еще пригодится. Дальше мы начнем вязать мыс пинетки. Для этого я уже возьму ниточку от другого клубка. У кого нету такого же другого клубка, берите 2 нить из одного мотка. На мыске пинетки находим серединку. Я уже здесь отметила ниточкой. Вот так вот складывала пинетку ровненько по шву. И вот так вот находила серединку. Дальше от центральной петли нам нужно отсчитать 6 петель. Эту петельку мы не берем в счет и отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот с этой петли мы начнем вязать мыс пинетки. Итак, протягиваем сюда петельку, протянули. Дальше набираем 2 воздушные петли, которые мы считаем за 1 столбик без накида, и продолжаем вязать столбики без накида. Еще 12 столбиков без накида. Всего получается в этом ряду 13, если считать 2 воздушные петли подъема. Кончик нити, который у нас также остался от начала вязания, мы прячем по ходу вязания столбиков без накида. Прячем эту ниточку внутрь. Итак, провязываем последний 12 столбик. Дальше разворачиваемся,
делаем воздушную петлю и начинаем вязать со второй петли. Также столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 столбик без накида. Дальше мы будем вязать столбики без накида в ряд, который мы вязали после обвязки. То есть видим петли, вот сюда один столбик без накида, и в следующую петлю также провязываем один столбик без накида. Дальше разворачиваем вязание, вяжем воздушную петлю подъема. Самую первую петлю мы пропускаем и начинаем вязание со второй петли. И в третьем ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Довязали последний 12 столбик, и здесь также вяжем в петли от ряда, который мы провязывали после обвязки, в одну петлю один столбик без накида и в следующую петлю второй столбик без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваем наше вязание. Дальше будем вязать четвертый ряд. Четвертый ряд также начинаем со второй петли. Самую первую петлю мы пропускаем, со второй начинаем. В четвертом ряду у нас уже получится 13 столбиков без накида. Так, провязали 13 столбик без накида, и дальше также делаем 2 столбика без накида в эти петли. Второй. Так, воздушная петля, разворачиваем вязание, будем вязать пятый ряд. В пятом ряду у нас уже получится 14 столбиков без накида. Также начинаем вязать со второй петли. Провязали последний 14 столбик без накида. Дальше также вяжем 2 столбика без накида. Разворачиваем вязание, воздушная петля, и будем вязать шестой ряд. Также петлю одну пропускаем и со следующей петли начинаем вязать. В шестом ряду уже получится 15 столбиков без накида. Довязали, и в конце также делаем 2 столбика без накида. Один и второй. Вот сейчас будьте внимательны. Мы начнем вязать седьмой ряд, делаем воздушную петлю, и в начале ряда мы будем пропускать уже 2 петли, и только с третьей петли мы начнем вязание. И у нас получится, что в седьмом ряду у нас будет так же, как и в шестом ряду, 15 столбиков без накида. Из-за того, что мы пропускаем не одну, а 2 петли, у нас прибавления больше не делаются. И сейчас нам нужно провязать от 7 ряда до 14 включительно по 15 столбиков без накида. В конце ряда мы также делаем 2 столбика без накида. Вот этот вот ряд. Здесь все без изменений. Один и второй. Дальше воздушная петля. Сейчас будет уже 8 ряд. Здесь мы пропускаем 2 петли и с третьей начинаем вязание.
Давайте провяжем эти ряды самостоятельно, и в конце 14 ряда мы с вами уже встретимся. Итак, довязала я 14 ряд. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А в конце 14 ряда мы вяжем в ряд, который мы вязали после обвязки, только один столбик без накида. Дальше воздушная петля и отрезаем нить. Так, отрезаем. Дальше мы будем продолжать вязать той ниточкой, которая у нас осталась на пяточке. Вот смотрите, уже у нас вот такая вот пинеточка получается. Дальше мы будем вязать по кругу. Так. Итак, вяжем первый ряд, набираем 2 воздушные петли подъема и со следующей петли будем начинать вязать столбики без накида. Вяжем по кругу просто столбики без накида. Так. В этом месте, смотрите, в уголочке, не провяжите лишнюю петлю. Вот провязали столбик без накида в петлю, которая у нас пустая, без столбика, без накида. И дальше переходим на петли, которые у нас получились от вязания мыска. Здесь вяжем также столбики без накида. И вот такой вот переходик у нас получился плавный. И в этом месте также будьте внимательны. Провязываем последний столбик без накида в петлю, которая у нас получилась от мыска, и переходим на вот эту часть. Так, смотрим внимательно. Вот в эту петлю начинаем вязание. Продолжаем, точнее, и вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда, дальше делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема и будем начинать вязать второй ряд. И здесь, смотрите, я уже отметила 15 петель от мыска, вот синенькими ниточками. Вы также отметьте 15 петель, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Эти петли мы также будем провязывать просто столбиками без накида, а вот до отметок и после мы будем делать убавление вот здесь и вот здесь убавление. То есть мы будем вязать просто столбики без накида, а в этой части делать убавление. И дальше 15 столбиков. И вот здесь также делать убавление, по 2 убавления. То есть на убавление нам понадобится по 4 петли. Начинаем вязать, набираем 2 воздушные петли подъема и до синей нити оставляем недовязанными 4 петли. Вяжем столбики без накида. Так, 4 петли у нас осталось. Здесь мы будем делать 2 убавления. Можно делать это обычным способом. Я делаю вот так. Смотрите внимательно. Завожу крючок в одну полупетлю, дальше во вторую, протягиваю и вяжу как обычный столбик без накида. И дальше вот так же. Смотрите, в одну стеночку, во вторую следующей петли. Вот 2 убавления мы сделали. Дальше вяжем 15 столбиков без накида. И вот здесь нужно протянуть вот эту синюю ниточку в этот столбик, чтобы нам знать, где делать убавление. Так, вяжем дальше. Итак, провязала я 15 столбиков без накида. Также в последний 15 столбик протягиваем ниточку, чтобы не запутаться. И дальше мы также делаем 2 убавления. Так. Одно убавление. И второе убавление. И дальше до конца ряда мы вяжем просто столбики без накида. Довязали до конца ряда. Дальше будем вязать третий ряд. Набираем 2 воздушные петли и
Третий ряд мы будем вязать просто столбиками без накида. Не забывайте протягивать ниточку, чтобы знать, где делать убавление. Довязала я третий ряд, ниточку переставила. И дальше будем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду также будем делать убавление. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида, оставляя до ниточки 4 петли. Вот до этого места вяжем столбики без накида. Итак, смотрите, я довязала, оставила 4 петли до маркера нашего. И здесь также делаем убавление. 2 убавления. Одно и второе. Так. Дальше вяжем 15 столбиков без накида. Так. Провязали. И дальше снова делаем 2 убавления. Одно и второе. Здесь уже ниточки можно не переставлять, они нам уже не понадобятся. И дальше вяжем до конца ряда столбики без накида. Вот такой вот тапочек у нас уже получается. Достаем ниточки, они нам уже не нужны, как я и говорила. А дальше мы будем вязать резинку. Итак, набираем 3 воздушные петли подъема, и сейчас этот ряд мы будем вязать столбиками с одним накидом. Делаем накид и в следующую петлю провязываем столбик с накидом. И так до конца ряда вяжем без убавлений, без прибавлений, просто столбики с одним накидом. Давайте провяжем самостоятельно и потом с вами встретимся. Провязала я ряд столбиками с накидом. Дальше следующий ряд мы будем вязать рельефными лицевыми и изнаночными столбиками с накидом. Для этого набираем 3 воздушные петли подъема. И сначала будем вязать рельефный лицевой столбик. Делаем накид. Заводим крючок за столбик с накидом предыдущего ряда и вяжем столбик с накидом. Дальше рельефный изнаночный столбик с накидом. Вот таким образом заводим крючок с изнаночной стороны за столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем. Дальше лицевой рельефный столбик с одним накидом. Дальше изнаночный. И давайте сейчас мы самостоятельно провяжем этот ряд рельефными лицевыми и изнаночными столбиками с накидом. И еще следующий ряд также рельефными лицевыми и изнаночными столбиками с накидом. В следующем ряду оно будет хорошо видно, где вязать рельефный лицевой, а где вязать рельефный изнаночный столбик с накидом. Давайте провяжем с вами самостоятельно эту резинку до конца и потом с вами встретимся. Довязала я резинку уже до конца, отрезала и спрятала нить. Вот такая вот пинеточка уже у нас получается. Мне еще показалось, что здесь не хватает элемента какого-нибудь декора, поэтому впереди я буду вязать еще язычок. Берем нить того же цвета, что мы выполняли подъем от подошвы, и набираем 7 воздушные петли. Первую петлю мы пропускаем и начинаем вязать со второй петли. Вяжем 6 столбиков без накида. Так, довязали 6 столбик без накида, дальше воздушная петля, разворачиваем вязание и также вяжем второй ряд 6 столбиков без накида. И так нам нужно провязать 20 рядов по 6 столбиков без накида. Я думаю, здесь уже ничего сложного нету, поэтому справитесь сами. И когда свяжем, потом мы с вами встретимся. Итак, язычок я связала. Здесь у меня 20 рядов. И сейчас нам осталось пришить этот язычок к пинетке. Так.
наша пинеточка. Пришивать этот язычок я буду вот между 14 и 15 рядом. Вот здесь. Находим центр. Я это делаю на глаз. Конечно, лучше всего высчитать петли, чтобы все ровно пришить. Итак, я выворачиваю пинетку на изнаночную сторону, прикладываю язычок вот сюда, первым рядом, вот так. И с лицевой стороны также прикладываю вот здесь. И потом пришиваю это все петля в петлю. Я буду пришивать это все иголкой. Оставляю просто кончик нити подлиннее и пришиваю. И давайте пришьем самостоятельно. Одна пинеточка у нас уже готова, осталось связать вторую точно так же, как и эту. И можно уже будет эти пинетки выгуливать. Но у меня на этом все. Спасибо, что вязали вместе со мной. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Пока-пока!